Перед ноябрьским обновлением мы все чаще и чаще говорим о нем, что же стоит ожидать, когда же стоит ожидать. И оно неудивительно, ведь до этого самого ноября осталось всего ничего. Но при всем этом мы забываем о том, что происходит с eFootball на данный момент, поскольку после очередного оперативного обновления, кажется, игра снова пошла коту под хвост. О том, что же происходит с eFootball перед глобальным ноябрьским обновлением и делается ли это Konami намеренно, в рамках сегодняшнего ролика и предлагаю обсудить. Я рад вас приветствовать, вы как и всегда на канале Realistic PS. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками, подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые, ну а в комментариях делитесь своим мнением. Ну а мы начинаем. А перед началом хочу лишний раз напомнить, что у нас присутствует своя группа ВКонтакте и телеграм-канал, в котором также появляются новости по eFootball, а в том же телеграме мы иногда общаемся и находим соперников для игры в лобби-матчах. Подписывайтесь, ссылки в описаниях и закрепленном комментарии. Мы все уже с вами привыкли, что после четверга игра либо становится еще хуже, чем была, либо наоборот, становится стабильнее и даже играбельнее. Однако, после очередного оперативного обновления, ситуация приняла как раз таки первый вариант. А именно то, что игра вновь стала, так сказать, неиграбельной, и за ней стало замечаться уж больно много странностей. Поначалу, после оперативного обновления, я ничего такого не заметил, но уже с четверга посыпались комментарии о том, что в eFootball снова творится какая-то дичь. Однако, немного погодя, я это прочувствовал и на своей шкуре, когда в рамках дивизионов, что не матч, то был трэш какой-то. И тут дело не в том, что я играть не умею, а в том, что по ходу этих самых матчей игра нередко отдавала предпочтение только конкретному игроку, в то время как другой игрок банально бился в ворота, и все эти попытки, по сути, были бессмысленными. И тут уж извините, но когда перед этими поражениями ты идешь в дивизионах без какого-либо поражения, а именно с 3 победами подряд, и после этого сливаешь вообще беспринципно, без каких-либо шансов на то, чтобы забить и хотя бы сравнять счет, я думаю, здесь бессмысленно говорить о вашем скилле и в целом о том, как вы играете. Но это лишь полбеды, поскольку лично я в игру зайти могу и сыграть в матче также могу, а вот некоторые пользователи банально не могут зайти в игру, а если и заходят, то их выкидывают из матчей. Где-то без учета счета, а где-то с учетом. И по сути, когда их выкидывают, они по сути проигрывают матч. Некоторые остаются без результата, им везет чуть больше, но тоже мало приятного, согласитесь. Когда я попытался сыграть в eFootball на своей консоли PlayStation 4, меня банально не впускало в игру. Выскакивала какая-то ошибка о том, что мне запрещены функции онлайна. И опять же, это было уже после четверга, после оперативного обновления. Ну и в целом, если вы окунетесь в комментарии по поводу игры, то вы найдете 101 причину, что же с eFootball не так после оперативного обновления. И на вполне резонный вопрос, почему же все происходит именно так, есть вполне объяснимый и понятный ответ. Очевидно, что Konami просто в очередной раз играются с балансом в преддверии крупного обновления. Ведь зачастую так бывает, что перед обновлениями игра становится просто невозможной, и после релиза того или иного апдейта все становится чуть лучше. Скажем так, разработчики создают искусственный баланс между тем, что было, и между тем, что мы получим по итогу после этого самого апдейта. Ведь наверняка, когда выйдет апдейт до версии 2.2.2, мы все будем говорить о том, что геймплей вновь изменился, он стал приятнее, играбельнее, нет каких-либо вот таких вот грубых ошибок, которые в eFootball присутствуют сейчас. И все благодаря тому, что перед этим обновлением Konami выкрутили всю эту дичь на максимум. С одной стороны, это может показаться какой-то теорией заговора о том, что разработчики все контролируют и специально это все делают. Но с другой стороны, а как это еще могло произойти? По чьей воле, по чьему желанию, просто после очередного обновления в eFootball? И опять же, все так удачно складывается, поскольку предыдущие обновления были ничего такими, то есть они игру по сути не ломали, баланс он был стандартным, обычным, и вот конкретно за несколько недель до обновления вновь все пошло коту под хвост. Совпадение ли это? Ну, тут уже решайте сами. В комментариях под этим роликом я буду ждать ваше мнение по поводу всего сказанного. Испытываете ли вы какие-нибудь проблемы в игре в eFootball? Есть ли у вас какие-то проблемы с вылетами, или вы банально не можете войти в игру? Пишите в комментариях. Ну и по традиции, не забывайте поддерживать это видео своими лайками, друзья, поскольку именно от ваших лайков зависит продвижение данного ролика. Подписывайтесь на наши соцсети, ссылки на которые присутствуют в описании и в закрепленном комментарии. Ну и про этот канал с колокольчиком также не забывайте. У меня на этом все. Я всех благодарю за просмотр и вашу активность. Услышимся в следующих роликах на канале Realistic PS. Всем пока, дорогие друзья.